В жизни не все складывается так, как мы планируем. Но даже самые тяжелые испытания можно преодолеть, если рядом есть любовь, поддержка и вера в лучшее. Это история о настоящей родительской преданности, невероятной стойкости духа и силе двух маленьких девочек, которые с первых минут жизни боролись за свое будущее. 26 февраля 2002 года в городе Солт-Лейк-Сити, США, в семье Херрин родились особенные малышки Кендра и Малия. Это были сиамские близнецы, сросшиеся в области живота. Они имели общие жизненно важные органы: одну почку, часть печени, мочевой пузырь, толстую кишку и всего 2 ноги на двоих. Вердикт врачей был суров: девочки могут не выжить. Но для их мамы, Эрин, это не имело значения. Она уже видела их личики на МРТ, уже разговаривала с ними, гладила живот и чувствовала их толчки. Прервать беременность даже при таких тяжелых прогнозах она не могла. Вместе с мужем Джейком они приняли судьбу и решили бороться за своих дочерей, несмотря ни на что. С первых дней жизни Кендра и Малия окружались заботой и любовью. Их появление стало испытанием, но и подарком. Девочки росли активными, улыбчивыми, тянулись к миру и друг к другу. Родители старались дать им полноценное детство, насколько это было возможно. Семья стала единым фронтом, не сломленным обстоятельствами. Когда близняшкам исполнилось почти 4 года, врачи поставили перед Херринами невероятно сложный выбор: разделять девочек или оставить все как есть. Операция была чрезвычайно рискованной. Подобные процедуры проводились крайне редко, а статистика не внушала оптимизма. Шанс выживания хотя бы одной из близняшек не выше 25%. Но если девочки останутся сросшимися, взрослая жизнь будет наполнена ограничениями и высоким риском для здоровья. Особую сложность вызывало то, что у них была только одна почка. Хирурги, собравшись на консилиум, решили: почка останется у Кендры, а Малии потребуется трансплантация. После долгих обсуждений, молитв и раздумий Эрин и Джейк дали согласие на операцию. Хирургическое вмешательство проводилось в детской больнице Солт-Лейк-Сити. В ней участвовало 6 высококлассных хирургов и десятки медицинских специалистов. Операция длилась более 24 часов. Это был настоящий подвиг медицинский, человеческий и духовный. И, к огромному облегчению всех, она прошла успешно. Кендра и Малия впервые в жизни оказались по разные стороны больничной палаты. После операции начался долгий и болезненный путь восстановления. Девочкам предстояло учиться жить заново, ходить, сидеть, даже дышать отдельно друг от друга. У каждой осталась только одна нога, и требовались специальные протезы. Кроме того, Малии потребовался регулярный диализ, ее новая почка не прижилась. Спустя несколько месяцев Эрин, не колеблясь ни минуты, пожертвовала своей дочери орган. Казалось бы, все наладилось. Но через несколько лет трансплантированная почка снова дала сбой. Тогда на помощь пришел анонимный донор. Еще одна операция, еще один шанс, и Малия снова получила возможность жить без постоянного медицинского контроля. Сегодня Кендра и Малия взрослые, яркие, независимые девушки. Им по 20 лет, и они продолжают жить в родном Солт-Лейк-Сити. Они активно общаются с людьми, рассказывают о своей жизни, участвуют в общественных проектах, вдохновляют тысячи людей по всему миру. Малия, несмотря на пережитые трудности, нашла свое призвание в графическом дизайне. Она поступила в колледж, учится, создает цифровые иллюстрации и мечтает однажды работать в крупной дизайнерской студии. Ее сестра Кендра интересуется психологией и работает с детьми с ограниченными возможностями, ведь она как никто другой понимает, что значит быть другой в мире, где это не всегда принимается. Их родители — настоящие герои. Эрин и Джейк с первых дней были готовы бороться за своих дочерей, не отступать перед страхами и диагнозами. Именно их любовь, стойкость и вера помогли девочкам пройти через невозможное и вырасти сильными, уверенными личностями. История Кендры и Малии — это не просто редкий медицинский случай. Это символ надежды и вдохновения. Она показывает, как далеко может завести любовь, сколько может вынести человек, если он не один, и как важно быть благодарным за каждый прожитый день. На этом все, друзья. Если вас вдохновила эта удивительная история, обязательно поделитесь ею с близкими, напишите в комментариях свое мнение и не забудьте поставить лайк.
До встречи в новых историях о настоящем человеческом духе.